Всем привет! В этом видео будет краткий обзор кастомного электропитбайка Suron, в котором реализованы уникальные решения по модернизации. Изначально комплектующийся велокомпонентами байк был переоборудован под мотоциклетную подвеску, тормоза и колеса. Сборка получилась качественной, и байк не стыдно показать с любого ракурса. Аппарат продается в Москве и может быть отправлен в Европу. Заинтересовавшимся просьба писать на почту, указанную в описании. А теперь погнали смотреть, что получилось. В мастерской E-Max под руководством Максима Спивакова. Емкость 50 ампер-часов с 18S. В пике отдает до 300 ампер кратковременно. Далее у нас идет ядреный контроллер, который выдает в пике 500 ампер фазного. И сейчас он настроен на 250 ампер батарейного. Здесь очень много настроек, можете посмотреть. Вот такие настройки выставлены. У нас спорт режим 3, вот, пожалуйста, 500 ампер фазного, 250 ампер батарейного. И ослабление у нас тоже выкручено на максимум, 500 ампер. Идем дальше. Мотор здесь установлен родной пока что, суроновский, его менять не будем. Так, пройдемся по колесам. Колеса у нас мотоциклетные, диски XL, резина Hayden Out, 110 на 70, 3 дюйма. Далее, тормоза. Тормоза здесь стоят RGM Racing и диски, соответственно, тоже мотоциклетные. Все здесь очень серьезно. На 3D принтере здесь проставка под втулку, чтобы можно было установить диски. Как вы видите, сделано все качественно. Здесь на байке присутствует большое количество подсветки, электрики, фонари, габариты. Все, в общем, дискотека, елка у вас новогодняя. Далее у нас амортизатор DNM. Мотоциклетный, прогрессия убрана. Этот амортизатор работает очень хорошо и держит прыжки, там можно 2-3 метра дропать на нем, он выдержит. Проставки с подножки фирменные нашего магазина. Подножка, посмотрите, как установлена. Здесь у нас фазные провода, и вообще вся проводка идет в специальную гофру. Укрыто. Если посмотрим с этой стороны, увидим, что контроллер у нас установлен в кастомный радиатор. Здесь вот надписи у нас мастерских E-Max. Опять же, габариты здесь 2. Далее переходим к переднему колесу. Здесь у нас также серьезные мотоциклетные тормоза RGM Racing. Диск, посмотрите, огромный. И также на 3D принтере здесь выточен переходник под втулку. Вилка здесь, наверное, самое такое решение неадекватное, я бы сказал. Вилка у нас здесь установлена Fast-Ace, 300 мм хода, мотоциклетная. Подшипники у нас, если посмотреть поближе, подшипник здесь установлен сверху и снизу. И также здесь закрыто от грязи, выточена на 3D принтере, напечатана такая вот заглушка. Посмотрите, как сделана проводка. Вся проводка укутана в гофру. Байк собирался качественно и профессионально. Можно смотреть на него с любого ракурса, и будет понятно, что здесь подход очень основательный.
Если мы посмотрим под батарею, здесь мы видим, что тоже очень все красиво, качественно сделано. Не стыдно показать этот байк. Все здесь на разъемах, батарейный разъем закрыт. В общем, все очень качественно выполнено. Разнообразные кнопки на байке также присутствуют. И аппарат, в общем, выполнен, я не знаю, с подходом просто кардинальным. Ну вот, байк на продажу, цена на него 550 тысяч. Обращайтесь, отправим в Европу, по России, транспортной компании без проблем. Всем спасибо.